Всем привет! Меня зовут Таня, и у меня есть зависимость. Это орхидеи. Сегодня замечательный день, правда очень жарко, у нас около 30 градусов на улице. И я забрала сегодня две посылки. Вот они. Одна из них это две орхидеи из частной коллекции, а другая это закупка из Флорарии, то есть Бразилия. Я ее ждала очень долго, не терпится на них посмотреть. Предлагаю вам вместе со мной посмотреть, что я получу. Давайте начнем, наверное, все-таки с Флорарии, так как ехала она намного дольше. Растения пришли с открытой корневой системой, то есть они не посажены. А это значит, придется потрудиться, чтобы они быстро адаптировались и хорошо начали расти. Растения с открытой корневой системой я уже получала. Это был Таиланд. Я потом покажу, как выглядел дендробиум, который я получила из Таиланда. Но это тоже было, наверное, месяц назад. Растение было с бутонами. Очень шикарная корневая система. Ну, хотя там даже скорее не открытая корневая система была. Он был посажен на блок, просто без грунта, без сфагнума, без чего бы то ни было. А эти растения прям совсем голые пришли. Я их уже видела. Мне девушка, которая занимается закупками, прислала их фотографию. Я всем была довольна. На самом деле это будут самые дорогие растения в моей коллекции. Никогда таких дорогих не покупала. Но вот решилась, почему бы и нет, почему бы не попробовать. Тем более, если это приносит столько удовольствия и счастья. Тут у меня в коробке должно быть 4 орхидеи, 3 из них это дендробиумы, и одна орхидея называется граминея. Так, ну давайте начнем. Начнем с самого интересного. Поставщик написал, что растение вообще 10-го горшка, 10 сантиметров горшок. Если честно, судя по фотографии, там и, возможно, скорее 5-й горшок. Ну, посмотрим. Так. Вот такая вот штучка-закорючка. Выглядит, конечно, очень маленькой. Она и должна быть мини, то есть так было написано в группе закупки. Но похоже ли это на 10-й горшок? Кто-нибудь скажите мне это. Так, давайте посмотрим. Да, тут ничего нет, нет никакого названия, хотя это довольно странно. Вот название, оно просто заклеено. Так, ну, Callisteenia gramинея. Сейчас до конца отклею, покажу вам. Да, конечно, кто-то просто карандашом каракулю какую-то сделал. Не похоже, что это от какого-то крупного поставщика. Пришла, конечно, такая малышка. Ну, радует хотя бы, что это не совсем была прям до конца открытая корневая система. Она уже посажена, корни хорошие, белые. Ну, я думаю, растение с потенциалом это точно. И я довольна. Так, давайте посмотрим, что у нас еще здесь есть. Да, значит, из Флорарии я заказала 2 дендробиума и граминею. Один дендробиум из наличия в этой группе.
Я посмотрела по стене. Это растение уже очень давно у них находится, то есть оно адаптировалось, но почему-то его никто не покупает. Я думаю, ну, похоже, что это задача для меня. Почему бы мне не купить? Это дендробиум, у которого два родителя, то есть не природный, а гибрид. Вот так он выглядит. Так, что здесь написано? Дендробиум гибрид, Парише Альба, на Парише Дамион. Да, какой-то Дамион. Что бы это ни было, там очень много вариантов цветения. Мне нравится, что они такие короткие, не длинные, как у многих дендробиумов, налитые, такие толстенькие. Ну, прикольно выглядит, мне нравится. Компактно. Будем отпаивать. Так, и сейчас будет самое интересное. Так, вот один уже удалось увидеть. Давайте сразу посмотрим на корни. Вот как-то так это приходит, если кто-то планирует заказывать у флорарии и дендробиумы, и котлеи. Все приходит вот так. То есть никакой земли. Просто тут на корнях вот немного сфагнума осталось. 5 бульб, ну неплохо. Довольно хорошо выглядит. И здесь вот был... это, видимо, старая. Она даже вот не держится. Так, ну... В целом неплохое состояние. Они пришли без бирок, поэтому я потом напишу название растения и то, как оно должно цвести, как обещано поставщиком. Листья очень такие тонкие, то ли, возможно, из-за того, что влаги не хватает, но, не знаю, у меня обычно у дендробиумов они были более плотными, более кожистыми. Так, и второй дендробиум, последний в этой посылке. Тут надо быть осторожнее. Почему? Потому что тут был один цветочек. Если я его еще здесь не отломаю, будет очень хорошо. Так. У этого, конечно, корней побольше, они выглядят такими более здоровыми. Тут даже кусочек угля, видимо, он приклеился к корню. У этого растения 6 бульб. Выглядят они вот таким образом. Структура листа немного другая, хотя по форме они очень даже похожи. А вот он цветочек. Потом я вам его покажу поближе. Ой. Ну, красота, что сказать. Я довольна. У этого растения даже бульбы сдуться не успели. То есть вот это прям такая налитая, хорошая. Думаю, все растения выживут обязательно, без вариантов. И будут меня радовать в будущем. Давайте сейчас откроем вторую посылку, посмотрим, что там пришло. Если честно, в последнее время мне больше нравится заказывать именно из домашних коллекций. Почему? Думаю, все и так знают почему. Потому что с растениями не нужно будет дополнительно возиться. За ними можно понаблюдать на наличие вредителя, еще на какие-то проблемы. Чаще всего из домашних коллекций продают именно растения, которые уже цвели, то есть вероятности пересорта или ожидания какого-то другого цветения у вас уже не будет. Но чаще всего хочется что-то редкое, что не всегда получится найти у кого-то в коллекции.
Ура! Открыла. Так, давайте посмотрим. Угу. Сразу вижу шикарный кустик. Ну да, кстати говоря, еще один плюс именно домашних растений — это размеры. Можно найти просто каких-то нереальных размеров. Орхидеи в хорошем состоянии, с бутонами, чего в заказах из Таиланда или других теплых стран сложно сделать. Вот такой шикарный кустик. Давайте его до конца откроем. Я уже заказывала у этой девушки ее предыдущие дендробиумы, которые теперь мои. Очень хорошо себя чувствуют. Оба процвели, что удивительно, так как на тот момент я еще не так сильно понимала в орхидеях. Но даже благодаря моему уходу им удалось зацвести. Так, тут у нас есть бирка. Сейчас я ее достану. Или нет? Угу. Видимо, не достану бирку, но тоже тогда потом покажу. Ага, тут написано точно, это Dendrobium Nestor. Сиреневые такие цветы у него. Красивые, вроде должны быть ароматными. Я поэтому взяла. Вот недавно, кстати говоря, тот дендробиум, про который я вам рассказывала, который я купила недавно из закупки из Таиланда, он пришел с бутонами. Он процвел. 4 бутона было, 2 цветоноса. И аромат был просто невероятный. После этого я решила, что мне обязательно нужно купить еще ароматных орхидей. Я знаю, что многие котлеи пахнут и другие, фаленопсисы, например, тоже, но моя душа лежит все же к дендробиумам больше и анцидиумам. Вот он, красивенький такой, и бульба налитая, шикарный. Маленький, да удаленький, я бы так сказала. Название этого дендробиума вот такое. Тоже фото цветения приложу. Мне очень понравилось, выглядит красиво, восковые цветки. Вот написано август 2019 года. Давно, значит, он в коллекции у кого-то был, адаптированный, то же самое, но не цвел предыдущей хозяйки. Видимо, поэтому она решила от него избавиться. Буду теперь я пытаться дождаться цветения. Так, ну все. Все покупки на сегодня разобраны. Сейчас я буду заниматься пересадками, удобрением обязательно и обработаю от вредителей. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что были со мной. А еще у меня зацвела талумния. Хочу похвастаться вам. Вот такая красотка.